Всем привет! Никогда не думал на самом деле, что скажу это, но наконец-то я в Египте. И сейчас я вам покажу один из новых отелей. Он называется Grand Oasis, точнее новый старый, его полностью отреновировали не так давно. Поэтому сейчас будет возможность вам его показать. Отель построили в 2002 году и полностью реновируют сейчас в 2018. Сейчас еще сделана частичная реновация. Но это действительно видно. Я прям очень доволен. Вообще, я сейчас покажу все. Рядом находится отель Four Seasons. Вот совсем рядом. А вот буквально вот здесь уже Grand Oasis. Отель расположен в 1 километре всего лишь от Soho Square. Вот оно, вот там дальше. Буквально, даже меньше километра на самом деле. И в 3 километрах от аэропорта. Вот там. А каждые полчаса едет такая развозка до Soho Square. В марте 2019 года еще доделываются косметические работы. В отеле здоровенный холл. И прям вообще никак в 4 с плюсом. Вообще никак. С красивым потолком. Здесь 2 этажа. На 2-м этаже центральный ресторан. Вот там вот. Всего в отеле 433 номера разной категории, в том числе и коннекты. Можно тут же купить себе фрукты. Кстати, финики очень крутые. Ресторан, он же столовая, достаточно просторный, и он здесь один. Есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Все питание в Grand Oasis происходит в центральном ресторане, в центральном корпусе, прямо над ресепшеном на 2-м этаже. Питание идет шведский стол, то есть здесь и завтраки, и обеды, и ужины, которые кушают. Можно на такой террасе прикольной, с которой видно абсолютно весь отель. Вот это корпус А с левой стороны и корпус Б с правой стороны, которые два не функционируют. Есть удобный детский стульчик. Такая шведская линия, здесь закуски холодные, хлеб, здесь горячий гриль, и там просто в мармитах горячие закуски и гарниры. Чуть дальше фрукты и десерты, также супы, 2 вида всегда. На баре только черный чай, кофе и напитки фанта, спрайт и вот такие вот юпи. Апельсины и ананас. В отеле достаточно неплохое пиво, чего я достаточно не ожидал, разливное. И всевозможные бренди, ромы, водки местного производства. Но чуть-чуть покажу еду вживую и людишек вокруг. Выбрать есть что. Вкусный хлеб, лепешки собственного производства, и вот там вот в углу обычно классное мясо всегда. Десерты обычные, но иногда попадается прям что-то очень вкусное. Из фруктов это бананы, дыни, апельсины и гуава. В послеобеденное время открывается вот это место с очень вкусной пиццей. Практически круглосуточный бар в лобби отеля. В лобби отеля есть магазин с обувью, сувениркой, продуктовый магазин, а также с текстилем. Есть даже ювелирка, спа-принадлежности всякие, вещички. И с главного выхода, главного холла, выход на центральный бассейн. Есть детский и взрослый бассейн без подогрева, а также 3-й бассейн с подогревом. И тут же бар у бассейна. Возле бассейна достаточно прикольные лежаки. Они легкие, алюминиевые. С центральной инфраструктуры ты выходишь на такой променад, прям, я даже не знаю, наверное, его так можно назвать. И идешь до пляжа. Вот прям такая дорога длинная-длинная. И ты идешь по ней до пляжа. Плитка на дороге не скользкая. Но что здесь действительно очень круто, так это зелень. Я вообще не знаю, сколько здесь работает садовников, но зелень здесь просто обалденная. Я не знаю, здесь стригут их, по-моему, каждый день. Здесь очень красиво, очень много зелени, очень много кустов.
И цветет оно, как говорят, что достаточно часто, не один раз в год. Очень ухоженная территория, на самом деле. Одно из впечатляющих мест в отеле — это действительно вот эти вот сады, такие висячие сады Семирамиды. Ну, реально очень красиво. В отеле есть и детский клуб, который работает по определенным часам. В нерабочее время вход сюда запрещен. И вход на пляж для колясок и пешком по ступенькам. И они идут каскадами. Такими чик-чик. На самом верху находится бар и перекусочная с гамбургерами. Шезлонги, что немаловажно, они деревянные. Реально все деревянные, и это плюс. Это прям уровень. Весь пляж состоит из каскадных зон, что создает определенную приватность и очень комфортно для отдыха. А на самом верху есть душевые. Центр водных видов спорта с полным ассортиментом и с приятными ценами. В отеле есть еще такой заход с пляжа. Вот с такого. Но он очень мелкий. Достаточно мелкий. Для маленьких детей еще нормально будет. Но тут реально по колено. Здесь коралловая плита. Она достаточно приятная. Немножко скользкая. Сейчас отлив. Здесь вообще чуть ли не по щиколотку. А вот дальше здесь уже идет риф, поэтому сюда не зайдешь. Вот сейчас как раз начинается прилив. И здесь будет по колено. Днем тут проводят реально каждый день анимации. Что-то придумывают, какие-то экшен какой-то. Кстати, газоны здесь просто идеальные вообще, как на гольф-поле. Территория отеля огромная, на целых 5 гектаров, даже больше. Отель больше семейного типа, поэтому присутствует большое количество пандусов. Если вы приехали с детской коляской, то проехать не составит никакого труда. Хотя в лобби есть несколько мест, где это невозможно. Например, спуститься к бассейну, либо подняться в ресторан. А еще есть вполне приемлемая зона спа, но я бы рекомендовал брать с собой чистые полотенца для процедур. Номера Garden. Ключ магнитный, что достаточно круто. Ну, все работает. Номера просторные. В основном идут твин с 2 раздельными кроватями, но они здоровенные. И если их соединить, то это вообще просто площадка, аэродром. Плоский телевизор. Воду пополняют каждый день. Выход на балкон. Здесь 3-этажные корпуса. Это вид со 2-го этажа. С Гарденов тут даже видно море. Вон там 3-й этаж. Пожалуй, самое главное в этом всем, то что здесь тихо. Это самое главное, потому что внутренняя часть очень шумная. Номер вполне комфортный, простой, ничего лишнего. Есть пустой мини-бар. Ванная, ну как бы тут не новое все, но вполне аккуратная. Даже вон бидешка есть. Раковина одна, ванная и душ. Есть даже фен. В принципе, работает. Электронный сейф тут тоже есть. Кондиционер тоже как бы есть. Основные корпуса в виде подковы, поэтому в середине слышимость высокая. Отель расположен недалеко от аэропорта, и на самом деле единственное, что немножко слышно. Но откровенно вам скажу, что они вообще никак не мешают отдыху, абсолютно. Да, их видно, они пролетают. Это бывает не так часто, и на самом деле это абсолютно не мешает вообще. Даже несмотря на то, что мы живем на сторону Гардена, где они слышны лучше всего. В отеле еще есть номера, которые идут на реновации. Это отдельные корпуса.
Всего 10 корпусов на самом деле, но только функционирует 2 самых больших. Все остальные вот такие вот бунгального типа, они сейчас закрыты на реновацию. Но все же вот прям самая главная фишка, я бы выделил, конечно, коралловый риф. Пройдясь по такому понтону, можно поплавать. Кстати, обычно тут морька спокойная. Буквально в 4 метрах от понтона уже начинается коралловый риф, абсолютно живой и очень колоритный. Это идеально для людей, которые хотят посмотреть подводный мир, но при этом и чтобы и плавать недолго. Здесь и разноцветные кораллы, и рыба золотая. А в радиусе 10 метров вы увидите абсолютно все виды рыб, которые здесь обитают. Очень много видов рыб-бабочек. А вот эта агрессивная особа — это Талассома клунцингера, кстати, эндемик Красного моря. И не бойтесь, она не укусит, она слишком маленькая. А вот это арабский хирург. Задние плавники у него очень острые, поэтому трогать, конечно, его нельзя. Да и в принципе хочу сказать вам, что под водой лучше вообще ничего не трогать. Особенно если вы собираетесь что-то трогать, чего вы не знаете. И, конечно же, красивейшая рыба-попугай с мощным клювом. Часто у понтона рыбок подкармливают. Это, конечно, весело и интересно, но, пожалуйста, не делайте так, поскольку от этого рыбки погибают. Если не сразу же, то позже, поскольку они привыкают к хлебу, а потом перестаете их кормить, и они погибают, на что не едят уже свою пищу. Когда теплеет, могут приплыть медузы. Короче, риф в отеле офигенный.